Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим о Второй мировой, поговорим о словацком национальном восстании. Тема для меня очень близкая, можно сказать, родная, знакомая до слез и позитивная. В отличие от всех остальных событий, которые жуткие, чудовищные, это окрашено в тона благородства, самопожертвования, героизма, пророссийского, русофильского даже толка, что отличает от всех остальных событий. Дело в том, что когда Словакия получила независимость в марте 1939 года, особой радости у словаков от нее не было. Примерно как в 1991-м у белорусов. То есть они, в общем-то, не очень представили, как жить дальше. Словакия пошла, это было изначально запланировано, пошла в кильваторе за Германией, начала выполнять германские военные заказы, чем могла. В общем-то, страна была такая аграрная. Единственное, что там было, это обувные заводы, которые точали для вермахта сапоги. Баранина, полушубки. В общем, что могли, то поставляли, получали за полновесные рейхсмарки. И до 22 июня 1941 года, в принципе, ничто не предвещало дальнейшего развития событий. Немецкие консультанты настоятельно рекомендовали товарищу Тиса, вернее, монсеньору Тиса, вступить в войну с СССР на стороне Германии. Мотивируя тем, что, СССР безбожная страна, а Словакия народ религиозный, и религиозное угнетение, царствующее в Советской России, есть повод для такой войны. Словацкое руководство пошло на объявление войны СССР и отправило на фронт две дивизии. Одну моторизованную, или так называемую рыхлую дивизию, и одну охранную. Это, прямо скажем, немного, но и немало. Для такой маленькой страны, как Словакия, две дивизии отправить на фронт – это серьезно. Дивизии этой военной славы не стяжали. Более того, большая часть этих дивизий оказалась уже к концу 1942 года по эту сторону фронта. Именно из этих словаков позже был сформирован батальон, а потом бригада, потом Чехословацкий армейский корпус. Но это отдельная песня, отдельный разговор, пока мы не о них. Они действуют там, на Востоке. В Словакии же происходят события удивительные. Сначала режим Тиса пользовался доверием большинства населения. То есть вот она, независимая Словакия, вот оно, словацкое независимое государство, впервые за всю историю словацкого народа. Эйфория прошла довольно быстро. Начались преследования коммунистов, потом начались преследования евреев, потом начались перебои с поставками продуктов. Но пока не начали приходить похоронки с Восточного фронта, все было еще не так плохо. Потом словаки столкнулись с тем, что на Востоке славяне убивают славян. И это уже многим не понравилось. Тис совершил еще несколько таких похожих ошибок, и возникла пропасть между правительством и народом. Как обычно оно случается. И когда летом 1944 года, вернее, поздней осенью, поздней весной и в начале лета 1944 года из Советского Союза прибыли разведчики, чтобы оценить ситуацию в Словакии, они были просто изумлены. Потому что такого русофильского населения они нигде еще не встречали. То есть русских там просто любили. Была подана идея создать в Словакии партизанские отряды, просоветские. Для этих целей
в Словакию были сброшены наши разведчики-парашютисты, организаторы партизанского движения, и довольно быстро было создано несколько партизанских отрядов, переросших затем в бригады. Но это не самое главное. Самое главное, что на стороне врагов режима Тиса была практически вся словацкая армия. Ну, какая там осталась все-таки худо-бедно, но 4 дивизии в Словакии были, плюс отдельные танковые, артиллерийские, саперные подразделения. В общем, сила словацкой армии была довольно значительная. Причем словацкая армия была хорошо вооружена. Хорошим современным оружием, оставшимся от чехословацкой армии, поставленным немцами, кстати, тоже. В общем, когда в августе 1944 года немецкая военная миссия проезжала через Словакию, в городе Мартин этих немцев ссадили с поезда, вывели на перрон и, не говоря худого слова, расстреляли. Немцы были в шоке. Немцы были в ужасе. Словаки, на которых они надеялись, на которых они рассчитывали, на которых они могли положиться, вдруг сказали во всеуслышание, что они больше немцам не союзники, что Словакия выбирает собственный путь и что им ближе к русским, чем к немцам. Началось словацкое национальное восстание. Причем оно было поддержано по всей Словакии, но там, где были близко немецкие части и венгерские, это восстание достаточно быстро было подавлено. То есть в Братиславе оно не увенчалось успехом. Вот. Во всей низинной равнинной Словакии оно было быстро подавлено, но Словакия – это на 2/3 горы. В горах не имеет особого смысла тяжелая техника. В горах имеет ценность хорошо подготовленный боец, причем желательно с горной подготовкой. Словаки родились в горах. То есть обучить словацкого горца стрельбе, и вот он готовый, полноценный горный стрелок. Словаки очень быстро захватили территории, которые были защищены от вражеского вторжения горами. Столицей восстания стала Банская Бистрица, Турчанский Святой Мартин, Прешев, Липтовский Микулаш. В общем, восстание прошло по всей центральной Словакии. И достаточно быстро был создан управленческие органы словацкого восстания, и они запросили помощи у СССР. Советский Союз начал переброску на аэродром Тридуба с подзволенным подкреплений, и даже была переброшена целая парашютно-десантная бригада словацкого армейского корпуса. Из тех же самых словаков, которые были отправлены на фронт помочь Гитлеру. Такая ирония судьбы. Вот. Более того, войска 4-го Украинского фронта начали Карпатско-Дуклинскую операцию, чтобы преодолеть Карпаты и выйти на помощь словацкому восстанию. К сожалению, это наступление, хотя и достигло небольших успехов в начале, затем наткнулось на хорошо эшелонированную оборону немцев по склонам Карпатского хребта. И с трудом, с большими потерями, большой кровью удалось взять только Дуклинский перевал. Но от Дуклинского перевала до районов восстания было еще 200 километров. Их пройти Красной армии не удалось. В это время немцы начинают вторжение в Словакию. Поскольку фронтовых частей они снимать не хотели, то восстание подавлялось, во-первых, венгерскими частями, во-вторых, всяким сбродом, которого у немцев было в избытке. То есть дивизия СС «Галичина», дивизия СС, если мне не изменяет память, Das Reich, нет, Гитлер-Югент, и множество национальных частей, которые на фронте немцы не использовали во избежание их перехода на сторону противника. Восстание словаков подавляли украинцы. Восстание словаков подавляли венгры, восстание словаков подавляли русские коллаборационисты. Бои были очень тяжелые. И в этот момент советское руководство совершило ключевую ошибку.
главную ошибку, которая привела к крушению Словацкого национального восстания. Войска, сражавшиеся против немцев, были объявлены первой чехословацкой армией. Словаки не хотели никакой Чехословакии. Они не хотели быть чехословацкой армией, они не хотели сражаться за восстановление предвоенной Чехословакии. Чехословакии Бенеша и Масарика, капиталистической буржуазной Чехословакии, которая во всем следовала указаниям или Лондона, или Парижа, или Берлина. Они хотели сражаться за свою свободную, честную, независимую Словакию. Поэтому, когда им сказали, что они будут биться за Чехословакию, многие просто саботировали восстание. Количество штыков у восставших было в несколько раз больше, чем у тех, кто восстание подавлял. То есть всего, считая часть словацкой армии, партизанские отряды, добровольцев, на стороне СНП, Словацкого национального восстания, они называют его СНП, действовало около 65 тысяч человек. Причем у них были даже бронепоезда, танки, тяжелое вооружение. Истребительный полк перелетел на аэродром Тридуба. То есть по числу штыков и их оснащению словаки превосходили немцев. Но словаки не захотели сражаться и умирать за Чехословакию. Поэтому довольно быстро немцы по частям разбили словацкие повстанческие единицы, захватили город Банская Бистрицу, расстреливали просто массово. То есть я был в Бативанах, сейчас называется Партизанском, когда туда вошли немцы. Сначала, кстати, партизаны получили довольно неплохой боевой опыт. Они разбили несколько разведдозоров эсэсовцев, взяли даже пленных, и пленных расстреляли. Когда немцы вошли в Бативаны, они все население проверили на причастность к восстанию. Делалось просто. Если есть синяки на правом плече, от пальцев пахнет порохом, или человек пахнет лесом, то есть он ночевал в лесу, этих людей отводили в Корву и расстреливали. В Бативанах сейчас стоит памятник 184 расстрелянным повстанцам. Ну, суть в чем, что восстание, к сожалению, не смогло удержаться в больших городах, оно не смогло удержаться и в малых, но очень много восставших ушло в горы, где, в общем-то, они и дождались прихода Красной Армии в феврале 1945 года. Вот. Но само восстание, оно было единственное в Европе просоветским. Более того, один из руководителей восстания, Густав Гусак, который потом стал руководителем Чехословакии, он считал, что вообще Словакия должна войти в состав СССР 16-й республикой. И очень многие его поддержали. То есть словаки не хотели быть с чехами, словаки хотели быть с русскими. Это исторический факт. Вот. Но, к сожалению, Красная Армия, рвавшись на помощь восстанию, не смогла пройти через горные хребты. В Словакии их несколько пересекающихся, параллельных, там черт ногу сломит, если честно. Там по трассам еще ехать можно, а вот чуть в сторону в горы там просто караул. Вот. Ну, именно это и спасло очень многих участников восстания, которые отсиделись в горных колыбах, в горных деревеньках, просто в блиндажах и землянках, выкопанных на склонах Татр и Карпат. Вот. Ну, а тем, кому не повезло, тому не повезло. Когда наши повстанцы отступали из Банской Бистрицы, на Доновалском перевале один из руководителей восстания, Янош Верма, отстал от колонны и замерз. Это такой очень тяжелый и неприятный факт, но это факт. Его тело нашли через 3 дня, уже без признаков жизни. Вот. Ну, а остальные руководители восстания были эвакуированы с аэродрома в горах, на который смогли очистить всего 430 метров взлетно-посадочной полосы. А для приема самолета Си-47, он же Ли-2 Дуглас, требовалась взлетно-посадочная полоса минимум в 500 метров.
наши летчики смогли приземлиться и взлететь. Ну, то же самое, что было после разгрома руководства партизанского движения в Югославии, когда наши эвакуировали Тита и его сотрудников в Бари, в Италии. Там тоже самолет садился в горах на очень маленьком пятачке, но смог эвакуировать руководство восстания. Так и в Словакии. Но сам по себе факт, что словаки не хотели восстановления Чехословакии, а им навязали именно вот эту цель восстания, и привело к тому, что восстание потерпело неудачу. Хотя, конечно, во многом и то, что словаки очень тихий, спокойный, миролюбивый народ. Они очень дружелюбные, неторопливые. Йода мало. Они хорошие, они очень хорошие люди, они русофилы. Недавно где-то я читал статистику о том, какие народы поддержали бы СССР, вернее, Россию или США в гипотетической Третьей мировой войне. Большинство поляков поддержало бы американцев, меньшинство русских. Там процентовка даже была там 6 за русских, там 20 за американцев. Чехи тоже там что-то там 8 за русских, там 20 за американцев. А вот словаки 3 за американцев, 20 за русских. Да, такой народ. Даже все вот эти вот ошибки российского руководства не изменили глубинных настроений народа. Русские в Словакии по-прежнему желанны.